Всем привет! Сегодня готовлю люля-кебаб из говядины. В этом рецепте вы не увидите сушеные кураги или молотых фисташек. Мне не нужна мясная конфета. Что я точно сегодня покажу, это как приготовить вкусный сочный люля-кебаб и как приготовить фарш для этого блюда так, чтобы он не спадал с шампура. Всем известно, говядина достаточно постный вид мяса, поэтому я сегодня буду использовать свиное сало. Можно абсолютно спокойно использовать курдючное сало. Сегодня мне не удалось его раздобыть. Также я добавлю немного куриной грудки. Зачем я это делаю, я скажу немного позже. Обязательно дождитесь, досмотрите видео до конца. Это важные моменты, которые позволят вам в дальнейшем готовить это блюдо совершенно спокойно, не опасаясь неприятных казусов. Итак, все готово, пора переходить к мясорубке. Первое, что следует запомнить. Мясо перекручиваем через среднюю решетку и делаем это 2 раза. Делается это для того, чтобы мясо приобрело необходимую плотность и необходимую консистенцию, чтобы в дальнейшем нам не пришлось часами стоять и отбивать фарш в ожидании того, как выступят белковые волокна. То есть это сильно упрощает нам задачу. Смотрите, какой красивый фарш получился, равномерная гладкая текстура. Смотрите, все идеально просто перемешалось. Так, ладно. Перед тем, как продолжать, надо, конечно же, нарезать лучок. С луком разобрались. Теперь несколько зубчиков чеснока. И чтобы он сохранил свою сочность до нужного момента, я его натру на терке. Вроде бы все. Чуть не забыл про свежую зелень. Вот мы потихоньку и подобрались к завершающей стадии на этом этапе. Здесь следует отметить, что в принципе вы можете добавлять специи, которые нравятся вам и вашей семье. Но так как я сегодня показываю классический рецепт приготовления люля-кебаб, я буду использовать именно классические специи. Начну с соли. Далее идет смесь красного и черных перцев. Красного острого перца у меня здесь пол чайной ложки, черный перец чайная ложка. Теперь ароматный кориандр. Я использую свежемолотый, 1,5 чайных ложки. Красная паприка, 2 чайных ложки. При желании можете использовать копченую паприку. И завершающая и ключевая, наверное, по важности специя — это восточная пряность сумах. Ее я добавляю 1,5 чайных ложки. Теперь все хорошо перемешиваю. Все, размешали специи. Теперь добавляем лук, чеснок и зелень. Мне необходимо просто распределить лук и зелень и чеснок по всему фаршу. Фарш готов, друзья. Комната заполнена просто невероятным ароматом специй, свежей зелени, лука, чеснока. В общем, терпеть сил нету. Переложил я его в плоскую посуду, то есть это позволит более быстро, более равномерно фаршу охладиться, схватиться. За это время он как раз насытится ароматами раскрывающихся специй. Сейчас я накрою пленкой и отправлю в холодильник. В общем, приступать к приготовлению можно буквально через 2 часа. Но в идеале оставить фарш в холодильнике на ночь. За это время он как следует остынет и специи отдадут все свои вкусовые и ароматические качества фаршу. В общем, немного подождем и продолжим. Все, народ, время вышло. Угли я разжег. Теперь можно отправляться нанизывать фарш на шампура. Смачиваю руку в холодной воде, чтобы мясо не липло. И беру необходимое количество фарша. Нанизываем на шампур и начинаем растягивать. Края подбиваем, как положено, и потихоньку растягиваем. Старайтесь сделать так, чтобы люляшка у вас получалась не слишком толстая. И как всегда, люля-кебаб ставим на первый же сильный жар.
поставили и сразу же переворачиваем. Запечатываем весь сок внутри. Ну и в общем все это способствует тому, чтобы фарш у нас остался на шампурах. Перевернули первый раз и сразу переворачиваем еще раз. Вот видите, чуть-чуть даже раскрылся. Это значит, я его передержал. Надо было чуть-чуть раньше перевернуть. Ничего страшного, все на месте. Уже все практически готово. Еще минутка и будем снимать. Какой аромат, а! Сил терпеть больше нету. Все готово, снимаем. Красота. Только посмотрите. Так, накрою пока. Следующая партия. Так. Буквально сходит само все. Видно, насколько все сочное. Ну, давайте, наверное, шампурики снимем. Смотрите, какая красота у меня здесь. Это соус мацони. Идеально подходит он к люля-кебаб, к фаршированному перцу, к голубцам, к долме. Но основное, конечно, к люля-кебаб. Возьму вот так, наверное. Половинку отломлю. Степень готовности, я думаю, не вызывает сомнений. Сначала посыпем маринованным лучком. Все как положено. Ну и сверху немножко размешаю. Сверху чесночным соусом мацони с гранатами. Ссылка на соус, друзья, будет в описании под видео. Обязательно переходите, смотрите, готовьте. Вещь очень вкусная, не пожалеете. Завернула бы как, ну не терпится. Ваше здоровье, друзья. Ребят, сказать вкусно, ничего не сказать. Все течет по рукам. За аромат я вообще молчу. Это просто сказка. Ну и как и обещал, друзья, я говорю, зачем я добавляю куриную грудку в фарш, когда готовлю люля-кебаб. Куриная грудка, она добавляет клейковистости фаршу. То есть, чтобы не спадал у вас люля-кебаб с шампура, первое, добавляете куриную грудку, и второе, пропускаете фарш через мясорубку 2 раза. И тогда вам не придется его долгое время отбивать, и он будет очень хорошо держаться на шампурах. Впрочем, как вы сами видели, ничего не упало, все приготовилось, все великолепно, все вкусно. В общем, готовьте и наслаждайтесь, друзья. Пока.